срочная новость. С понедельника домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы, независимо от возраста. Ой, Петь, привет. Ну, что ты в самолете уже? Ася, карантин ужесточили, отменили поезда и самолеты. Как отменили? У нас же свадьба через 2 недели. Мы со свадебным агентом договорились. Петь, мы авансы внесли. В новостях сказали, что это минимум на 2 недели. Минимум! Меня прямо из аэропорта привезли вот сюда, в хостел, закрыли здесь. Я не знаю, ну... Я думаю, что нашу свадьбу придется отменить. И я хотел сказать перенести. Так, стоп. В смысле перенести? Петя, спокойно. Я этого не допущу. Я что-нибудь придумаю. Да что тут можно придумать, это конец. Но... Отставить панику? Ладно, как говорит моя мама, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я люблю тебя, Ася. Ой, я тебя люблю. Да заткнись ты, Алиса! Он сказал Ася. Я тебя люблю, Петику, мой сладенький. Держись там, держись. В прибрежных водах Японии выловлен гигантский осьминог весом более 10 тонн. В западной прессе ему уже дали прозвище «Японский кракен». И к другим новостям. Городские власти решили не препятствовать желающим зарегистрировать свой брак во время карантина. Все, кто подал заявление, смогут зарегистрировать свой брак онлайн. Петь, привет. Ну что, видел ссылку? Мы спасены. Видел. Свадьба онлайн, это как? Это вот так. Господи, Вальдемар, ты в Германии в командировке застрял. Я в Москве, твоя мама в Тюмени. Мои предки вообще вон в Венгрии на водах сидят. Самолет отменили. А мы с тобой поженимся, не выходя из дома. А? Петя, ничего не отменяем. Поженимся через 2 недели, как и планировали. Слушай, а зачем так спешить? После карантина отметим свадьбу по-человечески. А ты знаешь, когда карантин закончится? Нет. Вот и я нет. Может, мы тут вообще на год застряли. Ась, никто не сидит на карантине год, максимум месяц. Я бы не торопился. Ой, Петь, все, успокойся. Я все придумала, доверь своей Асеньке. Все будет в лучшем виде. Пока-пока. Абонент временно недоступен. Петя, я отправила в свадебный салон свои размеры, они подобрали 5 платьев. 2 из них просто бомба. Ну, я, конечно, выбрала скромное, какая разница, все равно меня целиком не будет видно на экране. Так, нужно срочно знакомить наших родителей. Да и мне с твоей мамой, знаешь, не мешало бы познакомиться. Ася, остановись, у меня уже пухнет голова. Зачем тебе все это нужно? Я против свадьбы онлайн. Я хочу держать твои руки в своих руках. Я хочу танцевать с тобой, а жениться на расстоянии – это глупо. То есть я глупая? Неправда. Не надо, я не так сказал. А мне кажется, что ты уже просто не хочешь жениться. Может, ты поэтому и с мамой с твоей не знакомил, а? Сколько раз я ее видела? 1 раз, мельком. Ася, ты сейчас из мухи делаешь слона. Ты меня тоже не знакомила со своими родителями. Мне что теперь думать, что ты меня не любишь? Ты вот сейчас лезешь в пустую бутылку и устраиваешь скандал на ровном месте. Я устраиваю. Это ты начал. Ты меня просто не слышишь. Ладно, Песенька, не хочешь свадьбы? Не будет тебе никакой свадьбы. Ну и после карантина тоже. По всему миру наблюдается серьезный сбой работы сети интернет. Соединение между странами нарушено.
Аську. ICQ. Ну, мессенджер такой, помнишь? Чё? Она жива еще? Ну, им же сейчас, может, никто и не пользуется. Вдруг дозвонишься. Точно, Маринка, ты гений! Там еще Петькин контакт забит, мы же в школе переписывались. Класс. Только я не понял свой логин. 556 049 557. Мой. Запомнила до конца жизни. 628 12 325. Забито гвоздями. А пароль не помню. Ну, тогда найди того, кто помнит. Все, у меня последняя серия содержанок, я еще не смотрела. Давай, споки. Сань, привет. О, привет, Ась. Сколько лет тебя не видел. Слушай, я уж тут с ума схожу на этом карантине. Задолбался, уже сил нет. Из жратвы только гречка, а из питья только чай в пакетиках. Слушай, ну где я, а где пакетики? Отлично. Сань, помоги мне с Аськой. Смешно. Ты уж как я, наверное, да? Сама с собой начала разговаривать. Может, тебе скорую помощь отправить? Себе отправь ICQ. Помнишь? Аська ищет Аську? Ну хорошо, помогу тебе. Сейчас я к твоему телефону подключусь. Так, не боись, в скрытые фотки лазить не буду. Чего там тебя не видел? Так, сейчас я тебе отправлю сообщение. Так, слышь, получила? Кайф. Слушай, как в детстве, а? Так, осталось найти Петьку в контактах. Петю. Слушай, а помнишь, мы с тобой в кроватке-то зависали, да? Помню. Сань, все, давай. Слушай, а ты неплохо выглядишь. Напомни мне, чем мы с тобой расстались-то, а? Потому что ты, Санечка, спал с моей лучшей подругой. А, да, точно. Слушай, так может замутим после карантина-то, а? Прости, не могу. Я замуж выхожу через 2 недели. Замуж? Поздравляю. Погоди, так карантин же. Пока. Ась, привет. С этой Аськой сегодня ночью так круто было. Я и не знал, что она у меня установлена. Такая ностальгия. Как будто ты ко мне на карете приехала. Твоя Аська у Аськи. Мир. Мир. Да и не ругались. Слушай, ты когда трубку бросила, до тебя даже сообщения не доходили. А, Петя, что по поводу свадьбы? Ась, я когда тебе сегодня не мог сообщение отправить, всю ночь не спал, думал, если тебе так важна эта свадьба, я во всем готов тебя поддержать. Петуня, ты у меня самый-самый лучший. Люблю тебя. Пока. Компания Илона Маска в сотрудничестве с Минкомсвязи настроила протоколы. Бесперебойная работа сети интернет восстановлена во всем мире. Мама, представляешь, агент свадебный пропала. Надеюсь, у нее коронавирусная выросла. Весь праздник мне испортила, сучка. Ну, во-первых, здравствуй. И что бы она могла тебе сделать, сидя на карантине-то, Асенька? Мы с папой считаем, что вся эта затея с онлайн-свадьбой глупая. Хорошо, мамочка, я так и запомню, что мои родители отказались появиться на моей свадьбе, хотя для этого надо было всего-навсего включить мобильный телефон. Ну, ладно. Только папа не брал с собой в Венгрию костюм, а взял только плавки. Мама, да хоть голой там сидите, но чтобы были на связи. А вот и приехало мое первое свадебное платье. Надеюсь, единственное. Петь, ну что, готов? Ну да.
Мама, папа, знакомьтесь, это Петя, мой жених. Очень приятно. Ой, Ася, а кто это у нас появился? Фотка какая-то страшная. Это робот? Или как ты там их называешь? Бот? Мама, во-первых, это не фото. Ой, ну шевелится. А во-вторых, это мама Пети, Инна Геннадьевна. Знакомьтесь. Ну вот и познакомились. Лариса Анатольевна, ну, как вы поняли, это моя мама, Инна Геннадьевна. Ася, у нас что-то случилось со звуком. Я ничего не слышу. Перезвоню. Гигантского осьминога, выловленного накануне в Японии, доставили в научно-исследовательский центр Токио. Для осьминога, вернее осьминожихи, был построен специальный бассейн. Осьминожиха быстро адаптировалась в новом месте и тут же отложила яйца. Ну, красота. Так, сзади. Ну, прекрасно. Ну что, Петя, наш свадебный танчик? Блин! Кто думал, что я буду сама готовить свой свадебный торт? Но зато невеста. Все, ты был прав, не будет свадьбы. Я прожгла платье. Мама сказала, что не придет, не подключится к нашей свадьбе, потому что ей стыдно за то, что она ляпнула про твою маму. Все, отменяем, Петенька! Инна Геннадьевна, здравствуйте. Не ожидала. Асенька, Петя рассказал, что случилось. Понимаю, что вы переживаете. Я хочу сказать, что не обижаясь на вашу маму, потому что Пете повезло с вами. Вы же меня совсем не знаете. Когда он сказал, что вы задумали свадьбу в карантин, вы мне сразу понравились. Понимаете, это такое проявление жизнелюбия, оптимизма, того, что самой мне лично не хватает. Не отменяйте свадьбу. Прошу вас. Хорошо, Инна Геннадьевна. Спасибо вам большое. В научно-исследовательском центре Токио произошло радостное событие. Из яиц гигантского осьминога вылупилось несколько тысяч осьминожек. Япония решила передать их в дар зоопаркам столиц мира как символ победы над коронавирусом. За неимением фотографа запечатлевать этот знаменательный день я сегодня буду сама. Ну и вести свою свадьбу я тоже буду сама. Не зря учила в школе телевидения. И плевать, что в телемагазин не взяли. Слишком я для них хороша. Так. Дорогие гости, жаль, что мы не смогли собраться за одним свадебным столом, но я рада, что вы присутствуете здесь, чтобы разделить нашу с Петей радость. Я счастлив, что в такой день передо мной лица самых близких людей. Несмотря на то, что мы все в разных концах земли. А теперь к нам присоединится заведующая ЗАГСа. Я кинула ссылочку на наш чат. Сейчас только фончик настрою. Алиса, включи марш Мендельсона. Хорошо, вот что мне удалось найти по запросу фарш из сома. Алиса, марш Мендельсона. Хорошо, включаю марш Мендельсона. Так, простите, все на месте? Жених, невеста? Да. Да. Так, брачующиеся, вас много, а я на весь город одна. Так что давайте побыстрее. Дорогие молодые, любовь – это величайшее сокровище, дарованное человеку. Согласны ли вы, Ася, взять в мужья Петра? Да, согласна. Согласны ли вы, Петр, взять в жены Асю? Да, конечно. Предлагаю скрепить ваше обоюдное согласие подписями. Давайте побыстрее. У меня сегодня еще 10 церемоний, похороны. Расписались там уже, не вижу. Как? У вас нет электронной подписи?
Я не смогу вас поженить. В смысле? Ну, надо было сразу объяснять. В памятке, которая была вам направлена, в 5 пункте, 3 подпункте четко указана необходимость электронной подписи. Я вас очень прошу, я столько все это организовывала, гости собрались, я прическу эту делала 2 часа. Ну, проявите сочувствие. Ладно, так и быть, поженю. Но не забудьте зайти в ЗАГС за свидетельством о браке уже после карантина и заведите электронную подпись. Так и налоги будет удобнее платить, и квартплату, и штрафы. Объявляю вас мужем и женой. Вы могли бы поцеловать невесту, но после карантина. Все, мне пора, отключаюсь. Поздравляю. Ну, ура! Так, все чокаемся. Ну что, тамада, танцы-то будут? Алиса, включи какую-нибудь веселую песню. Хорошо. Включаю какую-нибудь веселую песню. Боги, она научилась меня понимать. Ну что, танцуем? Привет, свадьбе. Вы не ждали, а мы сами пришли. Это что там? Не вижу, жених, что ли? Санька, ты что, пьяный? Лучше иди отсюда. А я сейчас вам пару мемасиков про карантин сброшу. Хорошо, что я помню пароль от Аськиного телефона. Сейчас его отключу, гаденыша. Ась, бесполезно, он сам не уйдет. Пойдем отсюда. Подождите, я хочу остаться в вашем чате. Я здесь совсем один, уже 2 недели, я не могу больше. Пожалуйста, можно, оставьте меня с вами, пожалуйста, прошу вас. Петь, Да? а мы с тобой одни остались. Наконец-то. Слушай, Ась, ты устроила мне самый лучший праздник в моей жизни. Скажи, а откуда у твоего бывшего пароль от твоего телефона? Ой, Петь, слушай, это день моего рождения. Ну, я поменяла, теперь никто не догадается, твой день рождения. Ну ладно, проехали. Слушай, Ася, ты такая красивая. Как бы я хотел сейчас снять это платье. Да? А поплыли в свадебное путешествие в Ванну. Я никогда не был так счастлив, как сейчас на карантине. Петро! А сейчас мы будем разрезать щупальца детеныша этого гигантского осьминога. Мне помогает мой муж Петя. Петь, поздоровайся с подписчиками. Здрасте. Так. Так странно. Прошло всего полгода с эпидемии этого коронавируса. Как будто не было ничего. А у человечества память, как у девушек. Короткая. Смотри. Смотри. На меня напало чудовище. Ой. Петь, ты чё? Что ты? Петь. Ща. Петь! Петь! Ожидается, что пандемия осьминожьего гриппа станет самой страшной эпидемией в истории человечества, превзойдя коронавирус по количеству жертв.